Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить простые, но очень вкусные кексы с тыквой. Даже если вы думаете, что не любите тыкву, поверьте, в таком виде она вам точно понравится. Я в этом уверена на 100%. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, начнем с самого главного – с тыквы. Нам понадобится примерно 300 граммов уже очищенной мякоти. Это примерно 400-500 граммов неочищенной тыквы. Нарезаем мякоть тыквы небольшими кубиками со сторонами примерно по 1 сантиметру. Слишком мелко нарезать не нужно, иначе в процессе готовки тыква просто превратится в кашу, а нам хочется, чтобы кусочки слегка ощущались. Ну а если вы нарежете слишком крупно, то в готовых кексах кусочки тыквы могут получиться тверже, чем нужно, и не такими ароматными, как нам нужно. Перекладываем нарезанную тыкву в кастрюлю или сотейник. И сюда же добавляем 1 апельсин, вернее, снятую с него с помощью мелкой терки цедру и выдавленный из него сок. А также половину чайной ложки корицы, 60-70 граммов сахара, 75 граммов изюма, естественно, предварительного промытого, и 25-30 граммов коньяка или любого другого ароматного напитка. Ставим кастрюлю с тыквой на огонь. В этот момент я вспомнила, что забыла добавить необязательный, но очень желательный ингредиент, без которого тыква не получится настолько ароматной. Это семена одного стручка ванили, вместо которого можно смело использовать ванильный сахар или экстракт ванили. Доводим содержимое кастрюли до кипения, а затем тушим тыкву на небольшом огне буквально 3-4 минуты. Как только сахар растворится, а тыква пустит сок и станет мягче, снимаем кастрюлю с огня и перекладываем ее содержимое в миску, в которой будем замешивать тесто. Оставляем тыкву на 10-15 минут, чтобы она немного остыла. Идем дальше. В слегка остывшую тыкву добавляем 150 граммов муки. Я муку предварительно всегда просеиваю. И 1 чайную ложку с небольшой горкой разрыхлителя. Нам осталось только все это хорошо перемешать. Долго вымешивать не нужно. Как только вся мука намокла, можно считать, что тесто готово. Оно должно получиться примерно вот таким, достаточно жидким и состоящим практически из одной тыквы. Теперь распределяем тесто по формочкам. Должно получиться примерно 6 кексов в формочках объемом около 100 мл. Можно также использовать одну большую форму, которую предварительно также нужно выстелить пергаментом или смазать маслом. По желанию сверху кексы можно обсыпать миндальными лепестками. Они добавят легкий ореховый привкус и сделают выпечку визуально более нарядной. Отправляем формочки в духовку и выпекаем кексы 45-50 минут при температуре 170-180 градусов. Готовность кексов, как всегда, проверяем деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, значит кексы готовы. Когда достанете кексы из духовки, не спешите их пробовать. Дайте им полностью остыть. Знаю, это самая сложная часть, но поверьте, в остывшем виде тыквенные кексы намного вкуснее. Вкус становится более глубоким и насыщенным, а текстура более влажной и нежной. Перед подачей кексы можно присыпать сахарной пудрой, но если вы не любите слишком сладкое, то лучше этого не делать. Кексы и сами по себе получаются достаточно сладкими. Вот такие ароматные, нежные и очень вкусные кексы из тыквы у нас получились. Сверху они получаются румяными и слегка хрустящими, а внутри остаются мягкими и влажными, с ощутимыми кусочками тыквы, которые и внешне, и по вкусу больше похожи на филе апельсина, чем на тыкву. Такие кексы отлично подходят и к утреннему кофе, и к вечернему чаю. Можно взять их с собой на работу или на прогулку. А если у вас намечается праздник, то это отличный вариант домашней выпечки для гостей, которая обязательно вызовет у них приятные эмоции и улыбки. Кстати, эти кексы можно немного менять под себя. Любите орехи? Добавьте грецкий или фундук. Хотите более насыщенный аромат? Смело кладите побольше корицы и ванили. А коньяк при желании легко заменить на ром. Вкус все равно будет замечательный. И еще один приятный бонус этого рецепта. Он полностью постный и подойдет веганам. В составе нет ни молочных продуктов, ни яиц. Только полезные и ароматные ингредиенты. Так что смело можете угощать всех. Эти кексы понравятся абсолютно каждому. В общем, этот рецепт настоящая находка. Простые продукты, минимум усилий, а результат всегда впечатляет. Попробуйте приготовить их у себя дома, и я уверена, ваши близкие попросят готовить их еще не один раз.
Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!